В небольшой деревне Риверстоун жил щенок по имени Чарли. Он был окружен ореолом загадки, и каждый, кто его знал, чувствовал, что в нем есть что-то необычное. Чарли выделялся среди других собак не только поведением, но и внешностью. У щенка была густая шерсть, золотистая с белыми отметинами самых причудливых форм, но больше всего поражали его глаза. Один янтарно-карий, а другой небесно-голубой. Этот редкий дар придавал его взгляду завораживающий, почти гипнотический эффект, словно в них скрывалась древняя мудрость. Чарли жил в старом каменном доме на окраине деревни. Дом принадлежал семье Браун. Их усадьба стояла на границе между деревней и дикой природой. Впереди узкие улочки с домиками и садами, а позади — раскидистые поля и темная роща. Сад семьи Браун был настоящим райским уголком. Здесь цвели яблони, вишни, росли ягодные кусты, щебетали птицы. За садом начиналась густая роща, таинственная и слегка пугающая. Семья Браун обожала Чарли. Он был не таким, как другие щенки. Когда он радовался, из его пасти вырывался мелодичный звук, похожий на тихий свист, а когда был доволен, из груди шел низкий рокот, напоминающий отдаленный гром. Поведение Чарли тоже удивляло. Он легко выполнял команды, словно был не просто собакой, а настоящим защитником. Каждое утро Чарли сопровождал детей Браунов до калитки, когда они шли в школу. Он шагал рядом, внимательно глядя по сторонам, словно телохранитель. Вечером встречал их у ворот, сидя гордо и величественно. Соседи дивились, щенок вел себя как мудрый сторож. В саду водилось множество мелких животных — мыши, кроты, даже редкие полевки. Чарли, движимый инстинктом охотника, легко ловил их, но никогда не убивал ради забавы. Он приносил добычу к дому, показывал ее хозяевам, а затем аккуратно отпускал у края рощи. Казалось, он хотел доказать, он способен защищать дом, не причиняя лишнего вреда. Однажды, жарким летним днем, Чарли гулял в высокой траве за домом. Его чуткие уши уловили шипение. Заинтригованный, он раздвинул траву лапой. Перед ним оказалась крошечная змейка, тонкая, как карандаш, с чешуей, переливавшейся на солнце. Маленькие глаза с испугом смотрели на огромного по сравнению с ней щенка. Чарли мог бы легко ее убить, но поступил иначе. С предельной осторожностью он взял змейку в пасть и отнес в заросли малины на краю сада. Там он устроил ей уютное гнездо из сухих листьев и мха. Так началась необычная дружба. Каждый день Чарли приносил своей новой подопечной еду — насекомых, лягушат и даже мелкую рыбку из ручья. В холодные ночи он согревал ее своим телом. Постепенно змейка привыкла к щенку и перестала его бояться. Она даже выползала, когда слышала его приближение. Шли недели. Змейка росла быстрее, чем ожидал Чарли. И вскоре выяснилось, что она — настоящая кобра. Никто в Риверстоуне никогда не видел подобных змей, и никто не мог объяснить, как она оказалась так далеко от родины. Кто-то шептал, что она сбежала из цирка, кто-то, что из частной коллекции. Но для Чарли это было неважно. Кобра стала его другом. Она всегда следовала за ним по саду, плавно скользя между растениями. Когда Чарли отдыхал в тени деревьев, кобра укладывалась рядом, часто кладя свою голову ему на спину. Чарли проявил мудрость и научил ее держаться подальше от людей. Кобра поселилась в густых зарослях ежевики и малины у края сада. Там она охотилась на крыс и мышей, сохраняя сад в порядке. Семья Браун ничего не знала о тайной союзнице Чарли. Они лишь удивлялись, почему в саду почти не стало вредителей, и хвалили своего щенка за отличную работу. Годы шли. Чарли взрослел, а потом начал стареть. Его шаги стали медленнее, глаза потускнели. Но кобра всегда была рядом. Теперь уже она заботилась о нем, приносила мелких животных и оставляла у крыльца.
Брауны думали, что это заслуга старого щенка, и удивлялись его ловкости. Однажды в соседний дом въехала новая семья. У них был огромный злой пес по кличке Брут. Он слыл задиралой, часто нападал на соседских собак. В один жаркий день хозяева Брута забыли закрыть калитку, и пес забрел в сад Браунов. Там он заметил Чарли, дремавшего на скамейке. Старый щенок не успел убежать. Брут прижал его к земле и оскалил зубы. В этот миг из зарослей раздалось грозное шипение. На солнечный свет выползла огромная кобра. Ее капюшон раскрылся, чешуя блестела. Она возвышалась над землей, защищая Чарли. Брут замер. Никогда прежде он не видел такого врага, но охотничий инстинкт пересилил страх, и он бросился на змею. Кобра ловко уклонилась и нанесла молниеносный удар в морду. Зубы впились в нос пса. Брут взвыл и отпрянул. Кровь закапала на землю. Кобра не стала преследовать его. Она осталась возле Чарли, готовая повторить атаку. На шум прибежал хозяин Брута. Увидев гигантскую змею, он оцепенел от ужаса. Кобра, словно понимая, что появление людей — опасность, медленно уползла в кусты, но перед этим бросила последний взгляд на Чарли. Щенок поднялся, дрожа, и тихо тявкнул в сторону кустов, словно поблагодарил свою защитницу. Новость о змее быстро разлетелась по деревне. Одни не верили, считали рассказ хозяина Брута выдумкой, чтобы оправдать рану его пса. Другие шептались о проклятии. С тех пор поведение животных вокруг изменилось. Кошки и собаки обходили сад Браунов стороной. Даже Брут, оправившись, больше никогда не приближался к их двору. Стоило ему увидеть Чарли на заборе, как он поджимал хвост и скулил. Годы шли. Чарли постарел, его шерсть поседела, движения стали медленными. Но каждую ночь кобра выползала проверить, все ли с ним в порядке. Когда Чарли ушел из жизни, семья Браун похоронила его под старой яблоней в саду. После этого кобру больше никто никогда не видел. Она исчезла, словно выполнив свой долг. Так в Риверстоуне появилась легенда о дружбе щенка и кобры. О том, что настоящая преданность и любовь способны преодолеть все преграды, даже различия между такими разными существами. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.